Всем привет! Давно у нас не было влогов. Всем привет. У нас был небольшой творческий кризис, ступор, я не знаю, как это можно назвать. Но мы решили возобновить процесс и записать первый влог. Чтобы рассказать вам историю о том, как в мае этого года мы ездили на соревнования в Финляндию по приглашению нашего друга Калли. У меня мандраж. 9 утра. Всем доброе утро. Мы приехали соревноваться. Первые, как всегда. Да, как всегда первый. У нас там озеро. Да. Я такая с канвасом. У меня еще канвас есть в крови. А вот и вторые. Еще лифтер Вторая приехал. группа. Последние соревнования, которые у нас были, это были соревнования в Финляндии, чемпионат Финляндии в Хельсинки. Нет. В Юве в прошлом году. Voiko yksi nainen sekoittaa sekä NHL että KHL? Naistenkymppi.fi. Uutiset. Sukkahousuhevi ei tee paluuta. Но после этих соревнований приключилась очень странная ситуация. Кстати, там я присела 235, пожалуй, 130, а потянула, как всегда. Да, и на этих соревнованиях, вернее, после них произошла очень странная ситуация. Тогда, когда я была в Финляндии, мне пришла новость о том, что Юрий Устинов, я думаю, что если вы связаны с пауэрлифтингом, то вы знаете, что это за человек, дисквалифицировал меня из ВПЦ «Россия». По непонятным мне причинам, потом, как выяснилось, просто потому, что ему не понравилось, что я не спросила разрешения на выезд в Финляндию на соревнования. Хотя, наверное, это было положительным решением для карьеры, потому что мы планировали готовиться на международный старт большой, чемпионат мира ВПЦ, который должен был проходить в Москве, и он проходил в Москве, но это был худший старт за всю историю ВПЦ, потому что все иностранцы поставили самые плохие отзывы данным соревнованиям. Отвратительная организация, отвратительное оборудование, все было плохо. И, наверное, для нас это было хорошо, что мы туда, слава богу, не попали. Да, судьба меня уберегла от этого. Вместо подготовки к этим соревнованиям я приняла другое предложение. Я участвовала в одном крупном проекте, я снималась в фильме. У нас было несколько десятков перелетов, но, тем не менее, мы продолжали тренироваться, правда, в очень таком лайт-режиме. И в сентябре мне пришла новая экипа. Metal Canvas я привезла с соревнований, и мне пришел тяга-комбез двуслойный и двуслойная майка. И тогда я подумала, что я подготовлюсь в этой двуслойной майке после того, как закончу работу, и мы поедем на ближайшие соревнования. Мне поступало очень много предложений и на соревнования в России, и в Финляндии. И мы всем обещали, что мы вот-вот приедем, вот-вот мы прожмем майку наконец-то. Но майка не прожималась. Это был мой первый опыт многослоя, и мы не понимали, в чем проблема. Мы дошли до фантастических весов на дожимах. Это было 190 или 195 с 5 сантиметров. А до груди опустить абсолютно было невозможно, и мы начали искать причину. Причина – это плохая скамья в том зале, в котором я тренировалась. Она низкая, узкая, мягкая, и было просто невозможно жать многослой, потому что в многослое нужен тотальный контроль. Да, на этой узкой маленькой лавочке контроля не получалось, потому что постоянно приходилось балансировать. Да, балансировала. Поэтому в конце года, в декабре точнее, мы приняли решение, что нам нужно сделать собственный зал для того, чтобы ни от кого не зависеть, для того, чтобы мне никто не мешал, чтобы нормально тренироваться. То есть такое вложение в мое будущее в пауэрлифтинге. И уже в феврале 2018 года мы реализовали этот проект. Зал мы организовали, начали там тренироваться, и благо у нас было приглашение давнее от нашего друга Калли. И Калли однажды мне очень хорошо помог мне настроиться. И как-то получилось так, что мы подружились, и поэтому мы решили ехать к нему. А Калли проводит он разные соревнования, но в этот раз он проводил абсолютно экипные соревнования, только многослой. И нам это показалось интересной идеей.
на 99% готовы, чтобы ехать в Финляндию. У нас наконец-то удалось... На нормальной лавке уже прожать майку. Наконец-то удалось приседать на монолифте с нормальным грифом. Самый волнительный момент на соревнованиях — это, конечно же, первый подход в приседе. И раньше очень часто я косячила именно в этом подходе, но сейчас у меня уже достаточно опыта, и я считаю, что я сделала все хорошо. У меня была хорошая техника. Хорошая скорость, хороший контроль штанги, да и вообще один из лучших приседов на соревнованиях, я считаю. Я начала присед 230, вторым подходом я пошла 240, довольно легко. Третьим подходом 250, потому что моя цель была на этих соревнованиях присесть 250. Но по ощущениям, конечно, могла больше. Наконец-то мы успокоились, потому что все три подхода в приседе были реализованы. И мы пошли спокойной душой на жим. Свой жим я начала 145 килограмм. Почему так много? Потому что меньше опустить я не могла. Конечно, мне хотелось бы начать меньше, потому что это не так страшно. 145 это слишком ответственно было. Но, в принципе, я пожала очень хорошо. Второй подход был промах абсолютный, потому что косяк с техникой, потому что надо было просто лучше настроиться, надо было лучше контролировать свою голову, и поэтому мы повторили 150 третьим подходом. Но там я уже настроилась, там я разозлилась, собралась и очень хорошо пожала. Я считаю, что третий подход я пожала даже лучше, чем первый. Пожать 150 килограмм. Да, собственно, цель была достигнута.
после жима у нас появились некоторые проблемы, которые... Мы не будем о них говорить, потому что... Потому что это слишком стереотипно, и люди скажут: да, я говорил тебе, что так будет от спорта. На самом деле это случилось совершенно случайно, но не будем вдаваться в подробности, как я уже сказал. И тем не менее мы вставим, покажем видео тяги, ничего секретного в этом нет. Но мы решили остановиться на маленьких весах для того, чтобы зафиксировать сумму. А сумма получилась 575, неплохая сумма. И сделали 65 и 75. Это было довольно легко, довольно уверенно, но мы ограничились малым для того, чтобы в дальнейшем можно было перебить свой же рекорд. Хитрые. Калли организовал соревнования таким образом, что он пригласил только лучших финских спортсменов. Атмосфера на соревнованиях была очень дружелюбная. Спортсменки помогали мне, они переводили мне, через сколько будет начинаться поток. Это было очень мило. Сразу после соревнований мы поехали перекусить В ту локацию, в которой мы завтракали предыдущий день. рядом с озером, такое небольшое местечко с лавочкой. И Сергей был очень в хорошем настроении. Я говорил: давай И он запишем. говорит: давай запишем видео. Но как только я села в машину после соревнований, я думаю, многие пауэрлифтеры или вообще спортсмены меня поймут. Меня просто как будто забрали всю энергию. Я не хотела вообще ничего. Я не хотела есть, я не хотела говорить. Я хотела просто забиться в углу, вот так вот сесть. И чтобы меня никто не трогал, никто ко мне не подходил. И тут Сергей с камерой: Юля, давай запишем видео, давай расскажем. Я думаю, что это происходит ровно по той причине. Это силы на самом деле оставались. Потому что в прошлый раз в Юве на следующий день после соревнований мы приседали уже, как ты помнишь. 252. То есть проблема не в силах, а проблема в том, что просто кончается энергия, эмоции, и ты понимаешь, что есть какие-то ошибки, которые нужно исправить, и ты понимаешь, что, начинать надо... Но на этих соревнованиях конкретно эмоционально я выложилась просто на максимум, просто на 100%. И поэтому этот обзор получился вот такой. Но сейчас прошло уже 2 месяца, и наконец-то я снова чувствую себя нормально после соревнований. И вот теперь я записала радостное видео. И вот этот постсоревновательный обзор. Закончились соревы, мы приехали на любимое место поесть. Я очень устала. Ну, нам удалось за февраль, март, апрель и чуть-чуть мая набрать отличную форму. 250 присед, 150 жим. Как из пушки 150 жим. И, как это говорит Андрей, обстоятельства не позволили улучшить тягу. Но... Не то, что улучшить. Короче, не удалась тяга, 175 сделала и все. И увидимся с вами в следующих видео. Пока. Всем пока.